Всем привет! Меня зовут Татьяна, и это канал «Рукодельница, живущая в горах». Сегодня будет очередное видео о бюджетном ремонте кухни, но не последнее. В этом видео я поделюсь интересной идеей. Вот эта стена у меня остается пустой, и что-то широкое поставить я не могу, потому что проход будет закрыт. Но у меня уже есть идея. Больше года назад на просторах Pinterest мне попалось вот такое фото. Называется это в Америке чайная или кофейная станция. Покажу еще пару фото. На тот момент на русскоязычных YouTube-каналах ничего такого не делали. Я решила, что обязательно сделаю что-то подобное у себя. Подумала тогда, ну почему бары у нас с советских времен, а чайных уголков нет? Вот так и рождаются слухи, что все русские только то и делают, что пьют. Осталось прикупить балалайку и завести ручного медведя. Как я уже сказала, эта стена пустует и визуально еще более удлиняет без того длинную комнату. А таким образом, эта стена будет не только функциональной, но и сделает комнату более квадратной. Спасибо вам за советы о правильном или неправильном расположении холодильника и других предметов. Но переставить ничего нельзя. К примеру, к розетке для индукционной плиты подведен специальный 4-киловаттный провод. Из-за этого плиту переставить уже никуда нельзя. Также и мойку тяжело переносить из-за слива. Да и в принципе, расположение всех предметов на моей кухне мне очень нравится. Но вернемся к кофейному уголку. Сначала там нужна розетка, чтобы подключать чайник, кофемашину. Розетка будет находиться под полкой. В идеале я бы, конечно, хотела найти узкий столик с 2 выдвижными ящиками. Но на Авито таких поблизости не было, поэтому будут полки из мебельного щита. Его размер 2 метра на 30 сантиметров. Разрезаем на 2 полки и остается еще кусочек. Но я пока его попридержу. Шлифуем все получившиеся части. Используем зерно 120, а потом 180. У этого кусочка я закруглила все углы, используя шлифмашинку. Масло Агапа, цвет 7100. На полке выглядит в 1 слой и на столешнице в 2 слоя. Поэтому и на полке я решила покрывать в 2 слоя. Шлифую между слоями и обеспыливаю. Зерно для шлифовки 220. Кстати, на полках я также закруглила углы, только не трогала угол, который будет прилегать к стене. Финишный слой – воск в масле. Это защита от воды. И, кстати, напомню, что это масло сохнет 24 часа. Для удобства решили сделать отверстие, куда будут проходить провода к розетке. Все уголки для полок крашу в черный матовый цвет. По мне, черный матовый смотрится более благородно, нежели глянцевый. Далее прикручиваем все полки. Помимо нарисованной схемы, я всегда пробую все наглядно. Зачем это нужно, спросите вы? Сейчас объясню. Вот я даже ставлю чайник, кофемашину, смотрю, как у меня будут помещаться чашки, будет ли их удобно доставать. Бывают такие моменты, когда люди заказывают дорогущую кухню, но верхние шкафы
вешают на 5 сантиметров выше, чем вам нужно было, и вам уже некомфортно доставать что-то с верхней полки. Или наоборот, несчастные 5 сантиметров мешают вам работать за поверхностью. Кстати, эту маленькую серую полку мой супруг делал сам, и я ее показывала в предыдущей части о ремонте кухни. И готово, но смотрится пока скудненько. Будем добавлять детали. Вернемся к обрезку мебельного щита. Я покрываю его тем же способом, что и покрывала полки. После высыхания масла проклеиваю малярной лентой возле торца доски. Обезжириваю торцы и покрываю их серым цветом. Это делаю для того, чтобы чайный уголок перекликался с кухонными тумбами. На эту доску я хочу вешать чашки. Я хотела сделать как на фото, но понимала, что эта конструкция сварена из железа. А я хочу как-то просверлить отверстие и поставить туда деревянные палочки. Но сделать все отверстия под 1 градус без специального инструмента в мебельном щите, я думаю, более чем нереально. Поэтому я решила не заморачиваться и просто купить крючки. Отмеряю равное расстояние и примеряю на своих чашках. И прикручиваю крючки к доске. Кстати, удобно, что к каждому крючку идет 2 красивых самореза. Как вы и просили, в конце видео напишу используемые материалы и цены. Делаем отверстие в задней стене под крепление. Таким образом не будут видны не очень красивые крепления. Перейдем к обычным деревянным ящикам. Я не очень люблю много декора, для меня он смотрится непрактично. А вот систему хранения для чая и кофе на верхней полке чайного уголка будет очень даже кстати. У меня будет 3 ящика, 2 высоких для хранения, чтобы в них не было видно разноцветной упаковки, и 1 низкий для чая и кофе, который мы сейчас используем. И, кстати, для нарезания реек не обязательно, чтобы у вас был лобзик. Для дна я буду использовать лист ДВП. Иду шлифовать. Кстати, для удобства можно смотать рейки между собой и сделать их четко одинакового размера с помощью шлифмашинки 80-го зерна, если вы будете шлифовать вот так. А дальше уже шлифуете каждую рейку. Два высоких ящика покрываю маслом 7100, только в 1 слой, чтобы поиграть оттенками. А низкий ящик я скрутила сначала для удобства и буду покрывать серым цветом. Иду собирать ящики. Кстати, забыла упомянуть, что рейки использовала шириной 4 см, толщиной 1 см и брус для уголков 2 на 2 см. Для удобства я сначала закрепляю рейки при помощи пистолета и гвоздей, но рейки такой ширины гвозди держать не будут. Поэтому я беру дрель и маленькое сверло. Сначала просверливаю отверстие, а потом вкручиваю саморезы. Если не просверлить отверстие перед вкручиванием самореза, то саморез может расколоть вашу рейку. Итого, если посчитать себестоимость ящика вот такого размера, то получится около 200 рублей. Вырезаем дно по нужному нам размеру и прибиваем его при помощи пистолета и гвоздей.
Если вам понравилась моя идея, то поддержите видео пальчиком вверх, пишите комментарии, сделали бы вы такой чайный либо кофейный уголок у себя. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока и увидимся совсем скоро в следующем ролике.